Здравствуйте, мои дорогие водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на первую половину месяца февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает с 1 по 15 февраля. Какие карты вам сегодня выпадут и что интересного, соответственно, вам следует ждать в этот период времени. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк, можете оставить сообщение под этим видео, если видео вам подошло, если оно вам понравилось, пишите. Всегда рада увидеть ваши комментарии. Итак, давайте посмотрим воздушный знак Водолей, что ожидает Водолея в первой половине месяца февраль. Итак, первая карта у вас карта справедливости, карта правосудия. Может быть, знаете, правосудие восторжествует, что посеете, то и пожнете. Возможно, что-то справедливо должно решаться, или вы хотите брать на себя ответственность, отвечать за свой выбор, может быть, за последствия этого выбора. В целом, это карта справедливости и необходимости прийти к гармонии и балансу во всем. Необходимо как будто бы обеспечить какую-то справедливость, на которую вы, возможно, рассчитываете здесь. У кого-то здесь могут какие-то судебные дела быть или какие-то вопросы, связанные с документами, которые нужно решить. Возможно, здесь, вот, знаете, вы занимаетесь как раз этими вопросами в первой половине февраля. Дальше идет четверка жезлов. Да, на первый взгляд, как карта праздника здесь. Но на самом деле все намного сложнее, потому что она символизирует конкретные общественные мероприятия, такие как там свадьбы, годовщины, встречи, может быть, выпускников или какие-нибудь дни рождения, когда вы встречаетесь с друзьями, с семьей. Но также здесь, вот знаете, как важность объединения показывается, то есть социального взаимодействия с другими людьми. Потому что причина празднования, да, именно в этом, это повод для людей собраться вместе и праздновать, но не просто праздновать свою связь друг с другом, какую-то общую человечность, да, а во многом она посвящена такой коллективной энергии и сообществу, посвящена друзьям, посвящена семье. Дальше карта правосудия, карта правосудия, страшного суда, да, суждения. Важный такой перекресток, на котором вы, возможно, оказываетесь в первой половине февраля. Возможно, вас призывают принять важное и справедливое по правосудию решение. Оно может кардинально поменять вашу жизнь, перевернуть все с на голову, позволить вырваться, возможно, из замкнутого круга или из какой-то рутины, в которой вы застряли, может быть, из какой-то привычки или модели поведения, и начать двигаться в новом направлении. Это может кардинально изменить ваш жизненный путь. То есть и справедливость, и страшный суд, да, вот эти две карты, да, они могут говорить про важное движение вперед, какие-то поступки, которые в данном варианте считаются правильными, может быть, законными. Возможно, вы здесь опять-таки какие-то судебные вопросы решаете. Также эта карта страшного суда, это карта второго шанса, карта возрождения, перерождения, возможность двигаться в новом направлении, потому что вам дается этот шанс. Возможно, вы раньше этому шансу говорили нет, как-то его игнорировали, и вот сейчас вам этот шанс выпадает. Мол, давай сейчас пользуйся этой возможностью, вот сейчас самый подходящий момент, потому что другого уже третьего, возможно, и не будет. И вы здесь должны это решение принять. Решите вы это делать или не решите, это как бы зависит уже, скорее всего, от вас, от ваших поступков, соответственно, да. Может быть, здесь речь идет о том, что вы должны взять на себя ответственность, а вы, допустим, не хотите брать за какие-то свои действия ответственность, потому что такой момент тоже может быть. Но ваши действия, они оказывают значительное влияние и на других людей тоже, потому что здесь четверка жезлов. То есть вы влияете еще на социум, на то, что вокруг вас происходит, или на вашу семью, или на ваших друзей. Следующая восьмерка кубков, карта, которая показывает, что вам нужно от чего-то уйти. Карта восьмерка кубков. Да, в целом восьмерка кубков, она показывает, знаете, как будто что человек решил, может быть, да, вы решили. То есть, возможно, вы решили, да, что какие-то методы работы, возможно, ваши, они уже не подходят или как-то не работают так, как вам хотелось бы. То есть здесь нужно отказаться от чего-то, что, возможно, себя исчерпало, что оказалось таким, знаете, не приносящим удовлетворения. Может быть, все не так сложилось, как вы хотели, как вы ожидали. А теперь вы хотите уйти, чтобы оставить это, найти что-то лучшее, более полезное, может быть, более соответствующее вашим желаниям. Для кого-то здесь может быть и разрыв отношений, или разрыв работы, или какой-то своей точки зрения.
определенного способа восприятия чего-то, когда вы меняете свое отношение, все опять-таки с ног на голову переворачивается, и вы идете по другому пути. Да, но разворачиваетесь, оставляете это что-то позади и идете, соответственно, да, совершенно по другому, по новому пути. Возможно, вы раньше этого не хотели делать, возможно, у вас для этого были свои причины, возможно, вы как-то этому сопротивлялись, может быть, оправдывали как-то эту ситуацию. И какие-то, может быть, моменты были, которые тормозили вас на пути продвижения, да, и вы себя оправдывали тем, что эти моменты присутствуют, вы ничего не можете с ними сделать, вы никак не можете на них повлиять, возможно. Но сейчас настало время развернуться, уйти. Карта пятерка кубков. Карта пятерка кубков, ну тоже, знаете, как будто вот она разочарована, смотрит на какую-то неудачу. Вам нужно сосредоточиться на то, что вам дается еще какое-то другое решение, другой вариант, может быть, другая возможность, чтобы ее не упустить. Понимаете? Потому что по пятерке чаш не нужно зацикливаться на прошлых неудачах. Не нужно сожалеть о прошлом. Не нужно замечать какие-то, знаете, проблемы прошлого и при этом пропускать какие-то хорошие возможности здесь, в вашей там сфере деятельности или в ваших отношениях, там, в вашей жизни. Вы здесь как будто сосредоточены на том, что было плохо или что не произошло, или что было утеряно, на какой-то потере. Вас это расстраивает, и вот вам нужно сосредоточиться не на разочаровании, а на какой-то хорошей перспективе, которая есть также в этой пятерке кубков, хоть она выглядит как бы не так. И вот здесь по карте отшельника вам нужно разобраться в себе, пройти определенный путь развития сознания, возможно, стать старше, мудрее, взрослее. Вам нужно здесь по карте отшельник найти вот этот цвет, к которому стоит двигаться дальше. Какие-то для вас важные, может быть, не знаю, какие-то приоритеты, да, которые заставят вас идти и находить решения различных вопросов, в которых вы затормозили. То есть здесь, собственно, да, эта карта отшельника, она показывает необходимость также мудрого принятия решения. Необходимость принять решение мудро, основываясь на своем опыте, может быть, на законности какого-то вопроса, может быть, даже на консультации с каким-то человеком, который может вам какую-то хорошую здесь рекомендацию дать. Вам нужно поразмышлять о важном выборе. Опять-таки, выбор, карта влюбленных. Выбор может быть касается взаимоотношений, либо людей, с которыми отношения вам дороги. Да, это может быть отношения с кем-то из родственников. То есть вам нужно найти в себе возможность какие-то силы найти, чтобы эти отношения наладить, чтобы правильный выбор сделать, правильное решение принять для сохранения этих взаимоотношений, возможно. Потому что здесь как будто нет гармонии с собой, и вам нужно найти соответствие вот в своей жизни с вашими ценностями и жизнью, соответственно, с социумом, с окружающими. Речь может идти также о том, что ваш выбор и принимаемые вами решения, они влияют на окружающих вас людей, на ваши личные отношения, на прояснение вопросов справедливости, Возможно, в конкретных отношениях каких-то возникла проблема, возможно, кем-то пользуются, или, может быть, в отношениях просто нет баланса, нет, опять-таки, равновесия, что-то вышло из равновесия, как эти чаши весов, которые в дисбалансе находятся. И здесь есть необходимость прийти к этой гармонии, потому что, может быть, чьи-то интересы не учитываются, к примеру, должным образом, или здесь человек дает гораздо больше, допустим, вы отдаете больше, чем получаете, или получаете, наоборот, много, отдаете мало. То есть здесь вот вам есть что обсудить, и вам нужно принять справедливое, правильное решение и быть ответственным за себя, за свои поступки, за людей, которые вокруг вас, может быть, за вашего мужа, жену или за вашу семью, допустим. В целом карта хорошая, да, это четверка жезлов. Но вот здесь она такой очень большой акцент делает на взаимоотношения. И вот особенно с таким сочетанием, страшным судом и правосудием, да, здесь с отшельником. А может быть, у кого-то здесь будет помолвка, принятие решения, потому что вы доросли до этого уровня, пришли к такому решению, да, и карта правосудия, потому что хочется узаконить отношения. Тоже вариант такой может быть. Тоже, да, возможно. Поэтому и восьмерка чаш — уйти от старых привычек, образа жизни, от холостяцкой жизни, допустим. То есть вот так. Кстати, решение может касаться, в принципе, не самих отношений, а чего-то вообще в другой сфере жизни.
там, не знаю, в сфере работы, но это может оказывать существенное влияние на отношения, поскольку все равно есть эта 4 жезлов, а она акцент делает на семье, на своих близких, домашних, может быть, кстати, на недвижимости, на каком-то переезде, на смене места жительства, то есть на каких-то вопросах, вот именно, да, вот вы живете под одной крышей, 4, это 4 как будто стены, да, то есть на какие-то вопросы, касающиеся недвижимости по этой карте. И опять-таки законные вопросы, подписание каких-то бумаг, документов. Здесь вы делаете выбор, который меняет ход событий. Да, опять-таки, поэтому карта справедливости здесь. То есть здесь нужно быть рассудительными, нужно быть справедливыми, нужно принимать решения, основываясь на законности. Да? Нужно внимательно все читать, внимательно все проверять, скрупулезно читать какие-то документы, потому что есть этот отшельник, опять-таки, да, он очень такой методичный, скрупулезный. Вам здесь не нужно будет лениться, если нужно разобраться в каких-то вопросах для вас. Давайте посмотрим еще, что здесь может быть. Карта 8 жезлов и 8 мечей. Но вот здесь, вот знаете, 8 жезлов — это карта очень быстрой такой динамичной ситуации, когда вот по 8 жезлов, знаете, какое-то быстрое движение происходит. Может быть, путешествие или внезапное изменение направления, внезапный сдвиг или изменение энергии. И это может быть поводом для празднования. Так что если кто-то решает, допустим, пожениться после долгой совместной жизни, это может быть также связано с какими-то встречами, с путешествиями, с чем угодно, да, но вот это решение, которое вы принимаете, кстати, опять-таки, оно может быть быстрым, и оно меняет на поток энергии, на очень быстрый. То есть там, где вы застряли, здесь у вас есть возможность выйти из этого состояния и как-то очень быстро начать двигаться к своей цели. В целом по 8 жезлов. Но тут же у вас это 8 мечей есть. Карта 8 мечей, карта переживаний, карта страхов, накручивания себя. Вот она смотрит здесь в зеркале на себя, и она такая опутанная этими нитями. То есть здесь можно говорить о том, что вы как будто бы накручиваете себя в том плане, что вы переживаете, что может повториться какой-то предыдущий сценарий или что-то может не получиться. Что-то, от чего вы уходите, да, может снова проиграться в вашей жизни. И вам здесь нужно понять, что это, скорее всего, ваши страхи, ваши надуманные страхи. Карта звезда. Карта звезда, карта обновления и карта необходимости все-таки уметь ставить перед собой цели, уметь правильно какие-то шаги выстраивать, да, для достижения своих целей, не обращая внимания на страхи и на какие-то переживания касаемо форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть. То есть вам нужно возродить веру в себе, возродить оптимизм. Знаете, как перейти от тьмы к свету, то есть надеяться на лучшие перемены. Вы как будто бы уходите от чего-то негативного, думаете, я так больше никогда не поступлю, я так больше не сделаю, я достоин или достойна лучшего. И вы проходите через этот тяжелый период, выходите из этого состояния тяжелого, да, как черная полоса, и выходите с пониманием, что лучшее еще впереди. То есть у вас есть эта вера по этой карте звезда, что нужно продолжать прилагать усилия, делать все, что в ваших силах, поступать правильно, мудро, поступать по правосудию справедливо, да, по закону. И в таком случае вы придете к своим целям, то есть вы получите желаемое. То есть ваш путь, он стоит тому, чтобы по нему идти, чтобы посвятить, собственно, себя и продвижению по этому пути, и тому, чтобы делать шаги на этом пути, соответственно, не боясь и не переживая, что кто-то что-то скажет. Вот она 8 мечей, кто-то в вас может не верить, да, или кто-то может говорить вам какие-то плохие вещи здесь по 8 мечей, и вы начинаете себя можете накручивать, да, думать, что ой, говорят, да, что я не справлюсь, может быть, я правда не смогу, может быть, у меня не получится. То есть здесь вот очень много мышления такого у вас может быть, когда у вас может быть какая-то система убеждений, когда вы думаете, что я в ловушке, я не смогу изменить эту ситуацию, не могу на нее никак повлиять. Но это, скорее всего, в вашей голове. Да, это в вашей голове, в вашем сознании. И нужно перестать бояться, то есть отбросить эти страхи, эту неуверенность, которая есть в вас, перестать придумывать себе какие-то причины или отговорки, может быть, какие-то оправдания, что вы чего-то сделать не можете. Хотя на самом деле вы это все сделать сможете. Вы просто боитесь. Может быть, боитесь трудностей, которые вас ждут, или боитесь, что не получится, или боитесь, что кто-то осуждать будет, или кто-то
не знаю, может быть, не оценит ваших стараний, ваших каких-то усилий, которые вы прикладываете. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще есть. 7 жезлов, кстати, и 4 кубков. И вот здесь вот интересно, потому что по 7 жезлов на самом деле, да, вот она в таком здесь шаре находится, она медитирует, здесь эти жезлы на нее направлены, но при этом она по 7 жезлов старается не обращать на них внимания. То есть здесь вам нужно отключить свое внимание от каких-то какой-то критики, да, от каких-то людей, которые могут вам ставить палки в колеса, мешать двигаться вперед по пути, который вы выбрали. То есть вам нужно не позволять другим людям или своему даже упрямству какому-то, или своим страхам удерживать вас. То есть нужно отбросить сомнения, отбросить неуверенность и двигаться по тому пути, который ведет вас к истинной радости, к вашей мечте, к вашей цели, собственно, к тому, что вы себе спланировали. И по 4 чаш, которая, по сути, показывает эту 5 кубков, да, когда вы смотрите на что-то, что не получилось, не замечая вот этой возможности, которая у вас есть. Вы должны принять эту возможность, не обращая внимания на тех людей, которые вам говорят, что у вас что-то не получится. Вам нужно не бояться и смело принимать это решение. Итак, водолеи, на этом я сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака завершаю. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!